Итак, друзья, всем доброго утра. Сегодняшнее наше утро начинается с перепроверки и закрытия очередного подбора. А подбор у нас непростой. К нам клиент обратился с целью поиска Mitsubishi ASX после просмотра нашего видео на нашем канале. И параметры к поиску были очень даже непростые. Это автомобиль Mitsubishi ASX за 570 тысяч рублей. Достаточно непростой поиск, потому что эти машины по рынку идут 600-650 за хорошие варианты. Но при том прочем условии, если рассматривать автомобиль на механике 1.6 и достаточно в простой комплектации, можно вырвать хороший вариант. Прошлый автомобиль у нас был, можете посмотреть вот по ссылочке в видео, от одного собственника с родным пробегом чуть за 100 и в отличном состоянии. Было пару окрасов по кузову. Что касается этого автомобиля, сейчас расскажу. Итак, друзья, Mitsubishi ASX 2013 года от одного собственника, ну и почти в родном окрасе. У машины пробег 75 тысяч километров и машина в отличном состоянии. Стоимость ее продажи 575 тысяч рублей. Автомобиль сдан в трейд-ин за счет нового автомобиля. Да, и нам повезло в этот раз чуть лучше, чем в прошлый. Там комплектация была чуть поинтереснее, с противотуманками, с подогревом передних сидений, но чуть больше пробег и чуть старший год. В принципе, что касается кузова, по дефектам пройдемся. Смотрите, по переднему бамперу, в принципе, нареканий только по нижней части по минимуму. У нас окрас задней правой двери, вторичный окрас. По-моему, немного ремонта есть. Сейчас я тоже взял толщиномер. Сейчас я пробегусь. 600 была какая-то царапина, судя по всему, потому что, смотрите, обратите внимание, вот здесь вот идет царапина, крыло не стали красить, да и, наверное, правильно сделали, что не стали красить. И вот здесь вот начало этого всего дела. Ну, соответственно, коррозия у нас присутствует вот в этом месте, в стыке с бампером. Вот здесь вот чуть красочка отлетела. И где-то и вот здесь вот у нас уже коррозийное пятно такое. Но больше, в принципе, очагов нету. Если говорить, у них вот очень часто вот здесь вот появляются места коррозии. Здесь, в принципе, очень как-то аккуратно все это дело эксплуатировали. Также на заднем бампере присутствует тычок, либо в забор, либо куда-то въехали. Сейчас оформляемся, дальше едем в МРЭО, и машинка уедет в Подмосковье. По этой стороне также присутствуют вот такие вот мелкие дефекты. Так, а что у нас по резине? Резина в отличном состоянии. Задние тормозные диски еще в норме. Колодки тоже запас еще приличный есть. По передней части тоже, в принципе, неплохая резина. Диски надо будет, наверное, поменять при замене колодок. А по колодкам еще остаток процентов 40 имеется. К вопросу о резине. У нас имеется комплект баллонов летней резины на один сезон. И если мы говорим про год выпуска, то это у нас 13-й год выпуска летней резины. Резина с приличным износом. Это к вопросу о пробеге. Состояние резины, она родная 13 года. То есть, в принципе, как очередной косвенный признак того, что у нас пробег родной. У нас также пробег сходится по сервисной книжке. У нас есть история обслуживания в виде заказ снарядов и отметок в сервиске, плюс, естественно, отметки в базах о прохождении техосмотра.
Здесь у нас везде заводской герметик. Задняя крышка багажника не снималась, не крутилась. Здесь аналогичная ситуация. Задний ряд нам посмотреть получится только вот так, потому что у нас здесь лежит второй комплект колес. Но обратите внимание, тоже пороги абсолютно не затертые. И, соответственно, состояние салона с пассажирской стороны. Здесь у нас грязь, порог не затертый. Сиденье пассажира в очень приличном состоянии, подлокотник, ручка тормоза, ручника. Ну и вот с такого ракурса покажу вам состояние сидения водителя. В принципе, в очень достойном состоянии. Что касается руля, руль вот в таком вот состоянии, текстура полностью сохранена. Наша магнитола, кстати, прикольная, чуть позже про нее расскажу. Подогрев заднего стекла, боковых зеркал, прикуриватель, пепельница. Да и в принципе из каких-то опций по автомобилю это все. Ну, естественно, у нас 4 стеклоподъемника, передняя линзованная оптика. Давайте посмотрим еще раз. Вот такая вот линзованная оптика. Противотуманок, как видите, у нас нету. Лобовое стекло менялось, не оригинал. Есть электрокорректор, 4 стеклоподъемника, водительский с режимом авто. А вот остальные у нас чисто в ручном режиме, надо самостоятельно держать. Так, и, соответственно, центральный замок и регулировка боковых зеркал, да. Все исправно, все работает. Линзы, конечно, поинтереснее галогенок, особенно если это все заводское и родное. Ну, соответственно, кондиционер, обратите внимание, нагрузочка пошла, включился, работает. Ну, обогрев тоже уже проверен. Омываечки у нас, понятно, все замерзло. Но самое главное, что она есть, подразмерзнет, потом посмотрим. Что у нас по документации? У нас есть диагностическая карта. Покупка автомобиля у нас в 2014 году, начало гарантия, что еще один, несомненно, плюс для автомобиля. Первое ТО у нас в мае 15 на пробеге 15 тысяч, потом в июне 16 на пробеге 30, потом через 11 тысяч еще через год, потом еще через 17 тысяч через год и 3 месяца. 8, ну последняя 58. Последняя 58, а сейчас у нас 74. То есть по-хорошему надо делать полное обслуживание автомобиля по пробегу. Проверим сцепление. Слушайте, сцепление туговатое, схватывает, в принципе, в самом начале, чуть ближе к середине. Знаете, к стоимости автомобиля и покупки в этом бюджете, условно говоря, за 575, за 580 тысяч рублей мы себе можем позволить купить на механике хороший хэтчбэк. Из кроссоверов, наверное, на механике и альтернатив в принципе нету в эти деньги. То есть либо это будет там Кашкай чуть постарше, либо какой-то другой автомобиль, но вот относительно свежий, в хорошем обслуженном состоянии, честно говоря, альтернатив не вижу. Ребят, стандартно, пишите свое мнение в комментариях, как вам наша работа, как вам данный автомобиль, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всем пока!